Алло? Алло, Здорово, Денис. Ты мне нужен. понял. Выезжаю. Здорово, Денчик. Денчик! Здорово, братишка. Привет. Ребята, приехал Всем привет, наконец-то всем Денис. привет. Да, добрался с Москвы, когда ехал. Отлично. Весь модный, весь Главное- на стиле. Главное весь на гламур. энергии. Да, короче, у меня Готов? есть проблема. У У тебя есть проблема. Да, у меня- Снимаем рубашку. И штаны, бля. Короче, Денчик это чувак, да, который шарит за все шмотки. В общем, я сюда принес все из дома, не из дома. У меня по-хорошему не так уж и много вещей. Давай так начнем. Давай. Скажи, что вообще из этих вещей ты любишь и вот Что постоянно так носишь? сходу? Блин, а я фиг его знает. Слушай, подумай ну, прям. мне не знаю, мне нравится. Ну, сразу вот первое, что в глаза бросается вот эта вот вещь. Потому что ярко. Она, если вы вот обратите внимание, это самая-самая яркая шмотка. Я устал от серости. Причем это было еще за, наверное, полгода. Ну, выбирал просто по яркости. Просто- Красное и красное. Просто я Подходит, зашел. похуй, не знаешь, подходит. как было? Висело в Nike, по-моему, Мгм. да, это Nike же. Висело вот так просто худак, я мимо иду, говорю, о, красное, мне надо, все. Я вот таким вот Не, ну, макаром взял. знаешь, Nike теперь надо хранить, потому что Ну не скоро. теперь все уже, Эксклюзив. да, эксклюзив. А вот это что вообще за вещи? Что это? Слушай, я не помню, откуда они, блин, появляются, я не помню, как Пиджачело они... какое-то у нас тут висел. Пиджачело это у каждого уважающего Да? себя да, человека должен быть Это вообще пиджак прикол. такой, да. Кстати, стоит что-то 5000 рублей, я что-то не помню даже, куда я его покупал. И то У меня на- не было времени и то заезжать обманули. в магазин. Просто я зашел вот на рынок и купил. Я не знаю, короче, как-то так. Есть вещи пободрей, есть лакостовские вещи. Знаешь, как было? Зашел в Лакост и просто взял себе целый пак Ну, вот этих в вот, принципе, да. еще более-менее такое что-то. Слушай, вот это мне, кстати, тоже нравилось. Ну и к тому, что в основном, Да. в принципе, все одинаково в гардеробе. Абсолютно То все есть просто разные цвета. Да, Это худи, да. кофты, футболки. Да, и футболок тоже. рубашечка вот эта вот тимберлендовская, мне почему-то она нравилась. Мгм. То есть как-то вот она зашла с шортами, летом я гонял, и ну вот прям кайф мне было. Очень хорошая здесь ткань и легенькая такая прям. Не, я же говорю, плохих вещей не бывает. Да? Бывают вещи, которые не подходят. Просто да, не никуда. подходят. Да. Тем более, ты сам знаешь, клетка, она расширяет, белый Да, цвет расширяет. да. Кстати, да, об этом тоже недавно узнал, то что про белый цвет я знал, что типа, ну, он шире, Да. да, человека делает. Вот Ну, про клетка клетку не тоже. знал, да, про клетку не знал. Особенно яркая. Здесь дальше просто тоже яркие вещи. Это я покупал на Эльбрус, Ага. на горнолыжку. Элементовская тоже Мгм. тема. Все это горнолыжная тема. Это Модестал, Ксюха с Андрюхой мне подогнали, худак свой. Вот, Ну, в общем, в что-то целом еще. ты не заморачивался. Ну и мотоэкип. Всё. Блин, все, да. И дальше серый, черный, серый. О! Ля! А? Да? Гавайская. Да ты шо? Да ты шо ты брешешь, а? Ну, я никак, правда, не доехал. Это не как в фильме, доехал. помнишь фильм какой был, где они ехали в тачке? Да, это такой Видно, сигарой, посмотрел. да. Сидишь ты с другом на вокзале и бабочков тыкай. Забыл, запамятовал, А ну, друзья покажи. мои, да. Есть у меня одна вещь, одна дорогая вещь, хорошая. Неплохо это уже. Да, это Хэрон Престон. Шмоточки Ну, такие. стиль, тут уже написано, стиль. Это, уже не, ну это подожди, стиль. Я проходил, мне сказали, это стильно. Я говорю, хорошо. То есть, ну а что еще? Ну, деду логично. надо? Да, вот. Так что, ну, смотрелось очень неплохо и мне нравилось. Нет, ты знаешь, эта это тема. современно. Ну, Да, честно скажу, это классно. Это уже более такие трендовые вещи, Да. интересные. Да. Вещи, которые нам не подходят, мы, в принципе, ликвидируем. Или Окей, как ты давай. захочешь. Давай, знаешь как, вот если тебе не сложно, из всех вещей, которые есть, ты вот здесь вот, потому что просто ближе Да. мне к стриму, да, я взял и переоделся. Вот Мы оставь оставим вот то, здесь что вещи, нужно. которые, возможно, мы будем использовать в Да. дальнейших луках или еще в чем-то. Погнали. Дэн, подскажи, пожалуйста, почему остались именно эти вещи? Смотри, Почему начнем с выбор первой пал на вещи. них? Во-первых, как бы это у тебя новая экипировка для байка. Да. Ну, это в любом случае я не мог. Смотри, потом у нас есть вещи новые, во-первых, которые ты показал. Да. Мы в любом случае ставим, они подходят под наш, Мгм. под наш стиль новый. Есть футболки тоже прикольные, которые хорошего качества, ну и что-нибудь с ними сделаем. Мгм. Потом у нас есть такие базовые лакостовские Мгм. свитшоты прикольные, тоже мы их оставляем. Ну, Nike я оставил, потому что это Nike. 2 штучки, что было. Потом мне Да. понравилась куртка, у тебя есть Armani Change. Итак, у нас за кадром лежит уже 3 лука, которые мы с тобой купили. Да. Я думаю, что споров будет очень много. Будет бунт. Да, будет бунт, будет переворот в голове очень у многих.
Но мне так кажется, что, ребят, эта рубрика вам безумно зайдет. Потому что дальше, я вам приоткрою завесу тайны, мы хотим рассказывать о моде. Мы хотим собирать дорогие, дешевые луки. Модный приговор. Да, может быть, кого-то из вас мы оденем. Мы приедем 100%. прям к вам домой, то есть это к одному из подписчиков. Разбор гардероба Да, также сделать. да, также разбор гардероба, и все это Хорошая сделаем, идея. да, по-моему, очень круто. И, кстати, это именно тот человек, который участвует в новой нашей коллекции, нашей линии одежды Hard Style, если что. Ходит мнение, что мужчине выглядит стильно, это зашквар. Слушай, ну это, наверное, больше зависит от того, в какой среде человек вырос. Даже не только мужчине, а вообще и женщине. Объясню почему. Все это идет с детства, с самой юности. То есть от достатка семьи, от образа жизни, кто как одевался, кто этому придавал значение, кто вот это, знаешь, мамкин модник с самого детства. Да. Так получилось, что я вырос в обычном подмосковном городе, в коем сейчас, в принципе, мы и находимся. Мы одевались, я был студентом, он не парились вообще, на привокзальном рынке приходили. И для нас, понимаешь, ну был... Мода была, это когда все чисто и опрятно, и все, как бы. То, что мамка купила да, с папой. Да, тупо мода, да. Или когда ты пошел, он сам, он с пацанами что-то купил, вообще никто на эту тему не запаривался. Но раньше вообще, мне кажется, этого и не было. Раньше мама была стилист. Да, мама была стилист, визажист, это на картоночке, да, он пацаны Стал в комментариях, зимой, да-да-да, зимой вот это на картоночке, помнят. да, бубенчики звенят, все нормально, да, кто Тетя постарше. Лариса знакомая какая-то. Да-да-да, о, да, тетя Лариса, это вы, да. Вот, но прошло время. Ты знаешь, прошло время, и все чаще и чаще ты начинаешь задумываться о том, как можно выглядеть. То, что понятие опрятности, то есть когда человек опрятный, и понятие стиля и моды, они на самом-то деле не так уж и далеко друг от друга ушли. К сожалению, даже для меня, вот понятие стиль, мода, вот этот фэшн, особенно вот это слово, оно, знаешь, оно для меня как-то, оно пугающее, это сразу вот это вот, да, вот это вот, вот это вот, да, вот эти вот. Зверев. Это ж какой геморрой. Флаг, Да, да, флаг разноцветный, да, и вот это вот понеслась. Вот, а на самом деле, это образ жизни. Это образ жизни, и как оказалось, я уже шагну вперед, это не просто образ жизни, а еще и возможность показать себя, первое. Второе, это быть уверенней в своей жизни. Подчеркнуть Опять свою, же, да, подчеркнуть свою индивидуальность. Самое главное, да. И что самое забавное, то, что если ты правильно и грамотно одеваешься, это не всегда должно быть дорого. Поэтому... Стильно, модно и дорого, видишь? Клин стайл. Все нормально, братан, все нормально. Стильно. Стильно, блядь, пацаны, извините. Сорян, пацаны. Там текстуры кто-то. Про моду просили, и тупо чел, ебать. Все, пропал, ебать. Мода, стиль, дорого, богато и недоступно, самое главное. Опрятность связывают тоже вот это вот, знаешь, вот мужик должен быть мужиком. Да, вонючий. Он должен вонять, блядь, он должен быть потлатым, понимаешь, грязные вот эти вот ногтища, ручища. Сегодня луки покажем ребятам, с чего мы начали. То есть мы начали сейчас задавать тебе новый стиль, будем потихоньку его прорабатывать. Первые твои были впечатления о том, что будет в этих луках? Такая небольшая какая-то неизвестность. То есть ты не понимаешь, что будет дальше, ты не понимаешь, куда тебя это приведет. Ты думаешь, блядь, нахер оно мне вообще это нужно? То есть мы созвонились. Денег, да? Да-да-да, мы созвонились, я думаю, блядь, даже долго это будет, да, как бы я не буду сейчас скрывать, да, тут это прибедняться, бабки есть. Вопрос в другом, что любой выход из зоны комфорта, это вот уже начинается вот это вот, ай, блядь, да, вот это вот непонятки. Вот, но на самом деле, мне так кажется, что выход из зоны комфорта, как оказалось, и ребята, кто смотрит мои стримы на канале Hardplay, я думаю, многие увидели, это влечет за собой смену настроения. Энергия. Это влечет за собой какую-то необъяснимую, блядь, энергию, потому что ты, понимая, что, в общем-то, ты ничего не сделал, но ты
блядь, ты вообще по-другому выглядишь. У меня, как у многих других людей, старше или младшего возраста, есть некая проблема, комплекс, как угодно это можно называть, с лишним весом. И слава богу, что я сейчас с ней борюсь, и борюсь очень успешно, потому что, ну, минус идет, мне начинается более комфорт на себя, я начинаю чувствовать. Вот, к чему я это все веду? Веду это к тому, что почему у меня было так много худаков? Почему у меня было так много вот этого шматья? Потому что за худи ты, естественно, скрываешь свои недостатки. Причем это делают и девушки, и парни. Я думаю, все об этом прекрасно знают. Либо за какими-то балахонами, худи, куртками, еще за чем-то. Можно долго себя оправдывать и говорить, что, блядь, нет, у меня нет времени, у меня нет денег, еще какая-нибудь хрень. Мы эти деньги тратим на всякую ерунду. То есть мы бабки тратим на... Мы их прожрем, пропьем и потратим на всякую шляпу. Казино и там, и так далее вещи. Здесь ты просто берешь и вкладываешь, можно сказать, это в себя, инвестиция. да, и в свое саморазвитие. Самое важное, что в цикле вот этих видеороликов мы вам с Дэном покажем, что стиль – это недорого. Не то, что бюджетно, но можно под любой бюджет сделать вам стиль. Да. То есть не обязательно носить мировые бренды. То есть, если у вас есть 15 тысяч, тоже можно выглядеть стильно. Если у вас есть 500 тысяч, тоже можно выглядеть стильно. Но это не означает, что вы будете хуже выглядеть человека, который выглядит за 500 тысяч. Красивый человек красив во всем, да, как говорится. Но предлагаю перейти к нашему первому луку и подробным образом его разобрать и рассказать. А ваша задача, друзья мои, угадать, сколько стоит этот лук. Весь от А до Я, полностью. Их будет всего 3. В комментариях пишите циферка 1, циферка 2, циферка 3, угадывайте ценник. Сразу хочу сказать, что один из луков у нас не такой сюрприз. Дорогой. Да. Второй, он такого среднего, давай так называть, достатка. И один просто вот прям надроченный максимально, как я люблю. Денег валили на Да, да. Так что давайте попробуем угадать. Тот человек, кто напишет комментарий 1, 2, 3, и общая сумма его будет максимально близка к той, которую мы потратили, получит от меня 5 тысяч рублей. Оставляйте ваши контакты, да. Ну и начинаем наш первый лук. Поехали. Ну что, Леха, мы с тобой теперь как хамы Биба и Боба. Боебоны. Не, ну мы в кальянной под стиль, под стилечек. Слушай, первый лук. Первый наш лук, да, в котором мы можем двинуться, в принципе, вообще куда угодно. Это такая, знаешь, для меня такая тема, чисто вот короче, взял, одел, просто вот, да, накинул. Есть кальянный рэп, есть кальянный шмот. Да, просто вот, знаешь, вот с пацанами куда-нибудь забуриться, на лавочках посидеть, пивандепола попить, знаешь, такой вот вечерочком. Сейчас как раз такая погодочка, вот, по крайней мере, когда мы снимаем. Распиздяйский, комфортный, вообще и не жарко. Да, на все, просто, да. Да, то есть максимально удобные Джогеры взяли классные, они очень свободные. Очень крутые ребята, очень тоже четенько сидят. С кроссами этими крутыми. Все вообще прям. И, кстати, надо. Видите, везде как бы, ну, оттенки опять у нас идут, получается. Даже вот вот вроде черная рубашка, раз. Да, но при этом сразу вот здесь, допустим, да, у нас, по-моему, вот. Да. Тоже. И получается, гармонично смотрится лук. Вот, очень удобно, очень комфортно. И садится... Ты так покажи через футболку еще такую, типа, вот, фишка. Футболка вся, короче, в дырках, вся изрезанная, порезанная. Короче, рок-н-ролл. Чисто, знаешь, просто вот, я говорю, сел, и вот на лавочке, по пивандепола взял, просто взял что-нибудь поэта, покурить и все, и просто сидишь, отдыхаешь, чилишь. Очень в кайф, очень заходит. Но опять почему черный цвет? Потому что, ну, он и стройнит, он вытягивает и рост, и делает... Я люблю сам черный цвет, если что. И вообще комфортно, да. Люблю, ну, опять же, миксуйте, допустим, с какими-то принтами, футболками интересными. То есть не просто черная футболка, да, вот что-то вот прям... Да. Тут, типа, что-нибудь такое, короче. Стреляли. Да. Как в рэпера. Леха, вот еще аксессуары обязательно. Слушай, да, вот это, пацаны, вот это вообще must have просто. Это, знаешь, это всякие ключи, документы, вот эту всю вот эту ебень, которая по карманам лежит, просто взял, я говорю, вот так вот даже, знаешь, по-простому просто вот так вот накинул,
Просто чисто по-простому. Вот так вот взял, короче, оп, и Пацански. все, да. Баксы поменять Вот. можно кому. Мамкин модник, понимаешь? То Слушай, на есть, стиле я да, в да, шоке. чисто такой. Слушай, знаешь. Леха на стиле, я в шоке. Да. Скоро будет круче меня выглядеть, блин. Соглы. В общем, сколько стоит первый лук? Пишите в комментариях. Ну что, Лех, второй лук, блин, ну это вообще пушка. Это прям Это эксклюзивно, современно. Это стрит, как я называю этот лук, стрит luxury wear. Слушай, я не знаю, какой там вот у вас в ваших Москвах ВР, Москва. да. А в Клину? Но, ты заметил, мы Да. просто вышли в парк, и все идут оборачивать. Все. Ребят, реально, вот чувство, как будто ты... Ну, он и так как бы популярный пэт, но... Первый раз я в своем городе почувствовал себя некомфортно. То есть, ну, оборачиваются не с тем, чтобы... Да, а с тем, что, ну, людям то есть интересно. девочки идут, мама красивая. Мамы идут, мамы оборачиваются. красивые. И прям вот, знаете, я вам честно, ну, блин, Да. объясняю, прям вот так. Ну, во-первых, я скажу одно, что это что, опять же, подтверждает, что у нас люди не привыкли видеть, ну, как бы, Чернота. индивидуальность Везде человека. одна темность. Причем везде, потому что продаются одни и те же шмотки, все закупаются в одних и тех же магазинах, но вот просто вот обернись и просто людям покажи вот эту вот картинку. Это постоянный, ты видишь, их даже не видно людей. То есть если мы вот просто вот возьмем, да, вот общий кадр, люди, это одно большое вот такое, знаешь, темно-серое пятно, и мы. Для тех, кто не знает, Просто обычный яркий ну, лук. как бы давайте будем по-простому, то да, стрит, понятно, стрит это уличная, ну, уличная мода, это, в принципе, почему там сейчас бомбер в моде, штаны, в принципе, как будто только вот из дома вышел, кеды, что-то, в чем в этом фишка вообще, это американский стайл. Бомбер, наверное, всем знаком, потому что его видели по всем фильмам, по всем американским фильмам, еще американский пирог, это вообще была такая очень модная, актуальная тема, особенно у крутых парней, кто там футболист. Ты забыл сказать, вообще, откуда этот лук, вообще, самая первая его идея. А самая первая, ребята, идея этого Игра. лука была то, что я человек, который очень много времени в свое время поиграл в GTA игру. Причем мы играли еще с времен первых самых GTA, 2, 3, 4, 5, сейчас все ждем Теперь ты 6. сам игрок. А теперь, да, потратив энное, не будем говорить сколько пока что, количество денег, мы превращаемся в удобно, стильно, круто одетого чувака, потому что мне сказать, что удобно, это ничего не сказать. И, во-первых, Да. опять же, комбинация по цветам, да, если вы заметили, опять же, мы не делаем, вот, ну, что попало, да, в любом случае, даже в этом образе, который смешанный, да, можно сказать, смешанный образ, потому что здесь разные оттенки, разные вещи. Но опять же у нас все по оттенкам, то есть у нас цвета сочетаются, и это смотрится опять же образом целиком. Самое главное, когда ты смотришь на Леху, да, и вот, ну заебись. Слушай, я тебе так скажу, это дарит эмоции. Самое главное, то, чего мне безумно всегда не хватает, я хочу, понимаешь, питаться хорошими, живыми эмоциями и дарить их людям. И эта одежда, она и дарит эти эмоции, я тебе отвечу, не знаю, как это объяснить. Именно этот лук, я так думаю, хотя я бы поспорил с третьим, со следующим луком, который вы увидите, будет вызывать наибольшее количество Ну, я вопросов. тоже так думаю. Он не выглядит дешево. Он дорого. Он очень 100%. Вот если бы я увидел в Москве где-нибудь на улице человека так одетого, я бы прям выглядит. Либо он очень на ламбе серьезно- ездит. Да, да. Либо он блогер Вот популярный. в этих шмотках я бы прям сел в ламбу, не раздумывая. Да. Кстати, у кого ламбы есть лишние, можете это, ну, Да, вы поняли, да. покатать и погонять. Там Феррари, ламбо, там плюс тоже поставите в комментариях, кто обычно на ламбах в школу ездит. Блин, под эту погоду это кайф. Потому это что кайф и всегда все балдеж. мечтали, чтобы было удобно, стильно. Да, Потому что обычно да. раньше, так, ну, как бы, зауженные джинсы, Да. футболочка Симачев, как раньше было, там, узкие джинсы, и все это было модно. Сейчас все хотят свободы. Да, заметьте, все сейчас очень Был много... у нас очень один мальчик, который любил ходить в зауженных джинсиках. Это еще со времен этих... помнишь, мода, когда только пошла на зауженные штанишки? А пляшка с ремнем. У нас Ваша это воля. очень оценили в городе наши металлисты и рокеры.
оценили настолько сильно, что мода это как пришла в этот город, так и улетела. она, понимаешь, она ушла. Да, поэтому как-то не прижилось у нас. Да. Предвкушая многие ваши вопросы, сколько времени уходит на то, чтобы подобрать, собрать. Где найти. Да, Лех, у меня Это нет стоит. времени. Я постоянно работаю. Нет, я лучше к тянке Просто- к своей поеду. Нет, я лучше к танкистам в ангар к своим Ну, зайду, идти к в мужикам. ТЦ, что-то искать, Да-да-да. доходить. Ребят, сбор 3 луков с денчиком у нас занял 2 часа. И 2 часа я потратил на дорогу до Ну да, с Москвы. Клином уехали. Все. А сколько денег, вы узнаете попозже. Ну и по традиции, давай, Тиродельный красивый кадр. Это у нас 2 лук. Call me Bucky, lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious but he ignorant? How he from the hood but still gon' go legitimate? How he fuck a bunch of but they still respect the women? He still rolling this another, he just got the window tinted. Homie stab me in the back and that can never be forgiven. And my palms been itching, man, I like the superstition. Ну что, Лех, на стиле, красавец. Как тебе новые ощущения, расскажи. Слушай, ну оно самое близкое для меня, объясню почему. Потому что, будучи в юности, в молодости, я обожал всякие цепи, все, что вот с таким вот с темой связано. Брутальность, Да, да? у нас здесь были цепочки по 2 штуки, как положено. Слушали всегда рок, то есть я, допустим, был и сейчас являюсь фанатом рока. Ну, энергия такая сама, да? Да, Вот чуть. сам драйв, сама свобода энергия такая. мне больше всего, наверное, вот что-то подобное заходит, потому что, блин, это нереально кайфово. Сразу же, естественно, у меня ассоциации с юностью, с этими вот крутыми годами, когда ходили в рок-клуб, там сидели на лавочках, втыкали, там пивандеполо пили. Так что вот это вот, наверное, самый-самый Ну, вот ты такой. заметь, как сейчас усовременнили. То есть, если раньше это считалось как-то недоступно, Да? то сейчас, в принципе, ты можешь себя, обычный парень, обычный человек, там, чувствовать себя, как сказать, таким рокером, рок-стар. То есть внутреннее состояние повышается из лука. Как бы это смешно ни звучало, но это действительно так. Я никогда не думал, что одежда, она в принципе может настолько как бы раскрыть. Блин, ты постоянно получаешь какой-то позитив. То есть ты идешь, тебе, во-первых, комфортно. Безумно комфортно. Это первое самое правило одежды. Одежда должна быть в кайф. Она должна быть комфортной. Мне не должно ничего мешать, колоть, жать или еще что-то. Здесь я чувствую себя просто, вот я не знаю, как вот в своей Ну, стихии. комфортно, Да. классно и при И- этом стильно. Да. Во-первых, объясню, почему я начал с этого образа. давай. Потому что сейчас есть такой... Я не буду умничать, потому что буду простыми словами говорить. Потому что есть стиль гранж, есть там стиль рок и так далее. Это не будем... Нет, ты можешь рассказать. Кто-то, может быть, и рубит за эту всю тему. То есть ты объясняй сначала вот этими вашими вот этими Да-да-да. заумными, а потом простыми Чтобы словами. не было вопросов, что Да, он там, да, блядь, давай. умничает. В общем, ребята, объясню, почему мы собрали именно вот этот образ. Объясняю подетально. Во-вторых, в-первых, у Лехи настроение всегда такого, как бы хардплей, да, там, Да. контра, все такое. Есть То есть он такая тема. должна быть брутальность. Но опять же, я думаю, как мы нам добавить вот этого современного стиля, чтобы это было не сильно гламурно, не сильно вот пафосно, но при Терпеть этом, не могу, да, да, эту тему, да. чтобы было вот сдержанно, и чтобы тебе, опять же, не писали какие-то комментарии, что, блядь, ты там тили-тили тролливали. Да, из тех самых. Да, то есть поэтому сейчас стиль гранж в тренде. Что такое стиль гранж? Стиль гранж это, в принципе, можно сравнить там с рок-старом, что такого формата. Это когда вещи чуть-чуть как будто уже поношенные, Мгм. а чуть потертые. Они как будто уже были как какой-то нос. БУ. Да, и в этом придается как раз вот эта брутальность, потому что как раз когда сильно там все блестит или все как бы белое или черное, оно дает такую как будто гламурность. А нам гламурность не нужна, поэтому мы подобрали Лехи. Вот сейчас очень модно оттенки. Это как раз цвет, можно сказать, изумрудный, кто-то называет его мятный, да, то есть и опять детали сочетаются. То есть если вы заметили, у нас вот футболка, и у нас есть оттенки на кроссовках такого же цвета. Это очень важно. То есть в образе не должно быть много всего. То есть у нас есть тут изумрудный цвет, есть черный и переливы там серого такого оттенка. У нас есть аксессуары, мы можем, вот Леха покажет, да, вот брутальные. То есть можно показать спину, что у нас здесь. Опять же, вроде бы как обычная рубашка, как носил раньше дед, но при этом она добавляет элементы вот эти Да. стиля. И это дико удобно. Я сразу хочу сказать от себя то, что я в этом даже уже стримил, в этой одежде, специально перед съемками. Я хотел потестить эту одежду, как она вот в повседневности. Она нереально крутая, Во-первых, она очень в удобная. чем кайф этого образа, то что ты не думаешь, куда его надеть.
потому что ты его Да? можешь везде использовать. Повседневно, Надо да. в клуб, надо для стрима. Обязательно, как бы сейчас это очень удобно, поясная сумка. Я на них подсел, знаешь, когда последний год, наверное, многие меня в них замечали. Почему? Потому что подобные сумки, я не знаю, они, наверное, не барсетки, а как это правильно вообще называется? Ну, поясная сумка. Поясная сумка. Почему? Я на мотике катался. Весь сезон откатался сначала на одном моте, потом на втором моте. Кстати, видосик с мотиком тоже скоро очень выйдет. С обзором И мы к нему- Kawasaki мы их сделаем H2. Потом в дальнейшем мы еще лук тебе подберем под мотик. Вообще изи, изи, но они скажут, мы сделаем, да мы и так сделаем, да. Вот, поэтому поясные сумки must have, потому что здесь документы, здесь ключи и прочая хрень, которая по карманам, она просто неудобна, когда ты на моте едешь. И, в принципе, мне очень нравится эта тема, поэтому да. Она Самое здесь... главное, что в этом луке тебе первое, что комфортно. Да? Второе, это в том, что это не смотрится, опять же, кричаще, что ты Нет, прям там стильный парень абсолютно. какой-то. И, Нет. в принципе, вот взрослый, можно сказать, там, парень, мужчина, да, который может, в принципе, себе позволить именно, ну, отсюда. То есть это не выглядит, что он какой-то гламурный или какой-то стал стильный парень. Самое забавное, то, что все эти вещи будут универсальны. То, что их можно миксовать и менять. То есть, покупая определенный комплект вещей, вы их можете сочетать с другими вещами. И правильно их миксовать. Ну, Видите, Денчик уже подскажет. как влияет уже, понимаешь, общение, уже разбирается человек, что... Я где уже, ребят, кстати, да, там, если что наберете, там, если надо советы какие-то. Кстати, то- Леха сегодня, когда заходит первый раз, мы с ним увиделись, он говорит, слушай, я сегодня уже, говорит, вещи, когда надевал, говорит, я уже, говорит, не просто надевал, говорит, я уже смотрел, так, что по цвету, что... Ну, конечно, уже, как бы, ну, ты хочешь уже, если уж пошел вот в это, в лес, то надо это, да. В общем, вывод какой? Доступно, удобно, комфортно, и вы будете в тренде. Да, и самое главное, давайте вместе подумаем. По цене. Да, сколько же это стоит? Это цифра 3. Мы хотим в дальнейшем сделать какой-нибудь интересный коллаб, Коллаб, да. чтобы люди могли не только просто купить футболку, но и создать себе индивидуальный какой-то стиль. То есть прийти и собрать себе образ. И самое главное, попробуем догадаться, сколько стоит хотя бы приблизительно каждый из этих луков. Но самое интересное, пишите, как вам вообще новые луки, что понравилось, что не понравилось, и если можете, обосновывайте. Да, Вот интересно. развернутые ответы, Да. хорошая конструктивная критика только приветствуется. удовольствием, с удовольствием. Да, сам лично лайк.